Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. В этом видео я хочу вам показать велосипедный маршрут выходного дня. Дело в том, что в Ирпень проложили велосипедную дорожку, по которой я сейчас и иду. От Киева до Ирпеня, то есть от Новобеличей до самого въезда в Ирпень, до села Романовки. Вот такая вот не очень широкая асфальтная дорожка. И по ней можно прекрасным образом добраться до Ирпеня, не ездить вон там по дороге. 6 сентября, воскресенье, стоит прекрасная погода. Почему бы не покататься на велосипеде по лесу, по городу? Смотрите, все возможности есть. Люди почему-то едут по трассе, а не по велосипедной дорожке. Но это участники каких-то соревнований, и у них там трасса официально проходит именно по шоссе. И, наверное, они не в курсе, что вот эта дорожка идет параллельно шоссе, поэтому едут по самой дороге, где мешают машинам. Ну, в общем, я спросил у них, почему они так едут, они сказали, такая у нас официальная трасса. Сейчас я, конечно, не в Киеве, я недалеко отъехал от Ирпеня, вот видно Ирпень. Но, предположим, вы едете из Киева от Новобеличей до Ирпеня по этой дорожке 6 километров. И сейчас мы сядем на велосипед и покатим в Ирпень. Сейчас навстречу мне едут велосипедисты, и мы попробуем с ними разминуться. Столкнемся, не столкнемся. Здравствуйте. Без проблем. Дорожка в тени, не по трассе, это мне очень нравится. Посмотрите, разъезжаюсь запросто. Все, теперь это уже Романовка. А Романовка – это передний рубеж Ирпеня. Заезжая в Романовку, я думаю, нужно двигаться дальше по той же стороне, не переезжать на другую сторону, хотя здесь есть переход. Начали строить супермаркет. Я его и не видел раньше. Церковь, которая впереди, она уже была. Это вот здание какое-то офисное было. А напротив, смотрите, вот это вот супермаркет. Либо Фора, либо Экомаркет. Здесь нету надписи. Ну, это тоже не принципиально. Супермаркеты хорошо. Здесь можно будет остановиться перед тем, как заехать в Ирпень, купить еды и поехать дальше. Вот полиция стоит. Проехал я только что. Я понял. Полиция стоит, это связано с движением велосипедистов. Сегодня какие-то... Ну, какой-то трек у них, я не знаю, какие-то соревнования, они массово здесь катаются по Ирпеню, едут все куда-то. Ну, наверное, уже возвращаются, сейчас уже около 2 часов дня. И, судя по их лицам, они уставшие, они выехали, наверное, с утра, и объездили весь Ирпень и едут назад. Так, я приостановлюсь, это мы на мосту, переезжаем реку Ирпень, вот. Река Ирпень, не знаю, сейчас вместе с великом подниму камеру и покажу. Вот в этом месте река Ирпень такая. А нам нужно на ту сторону, там набережная начинается. Вот отсюда начинается набережная реки Ирпень, которая идет 5 километров в глубину к железнодорожному мосту и дальше к пляжу. Вот у нас ступеньки здесь. По такой вот дорожке. Но под мостом можно проехать и поехать дальше уже по цивилизованной, оборудованной дорожке. Там целая набережная. Причем набережная постоянно обновляется в
плане каких-то спортивных площадок рядом с ней строятся. Вот я вам покажу, там настроили и баскетбольную площадку, и волейбольную, и футбольную, и тренажеры какие-то. Ну, просто круть. А, кстати, вечером очень интересно эта набережная освещается. Вот эти фонарики горят. И когда даже едешь по дороге на машине из Киева, такая интересная получается дорожка вся освещенная. Вот смотрите, заезжаю на велосипедную дорожку. Есть значки, что это именно для велосипедистов. Там даже знак стоял: пешеходам на нее заходить нельзя. Друзья, сегодня 6 сентября, но день солнечный, теплый, и люди загорают. Вот смотрите, вдоль реки стоят шезлонги, и люди на них лежат и загорают. А почему бы и нет? Ну, тут всякие арт-объекты у нас. Прикольные такие. Даже хочется проехать ближе. Видите, что это? Это у нас чисто инстаграмные места. Здесь ходят все, фотографируются. Ты шо, Гамаки. Этого я еще не видел. Раньше не было. Вот для чего были сделаны эти красные конструкции. Это тренажеры, турники, груши для боксирования, кольца для качков. Вот чисто для боксеров есть груши и ринг. Смотрите, даже ринг есть. Но пока люди на нем только фотографируются, на этом ринге. Вот смотрите дальше. По-моему, это мини-футбол. Да? И тут происходит какой-то матч прямо сейчас. это ужасно! Что ты подарил? Боже, какие эмоции. Там синяя искусственная трава. Интересно. Не поскупились. Вот еще одна площадка для футбола, но это уже побольше. Кстати, та площадка больше похожа на хоккейную. Ворота какие-то очень маленькие. На этом площадки не заканчиваются. Дальше у нас баскетбольная площадка загражденная. С каким-то синим покрытием. Кстати, на футбольной площадке тоже искусственная трава. Ровненькая вся такая. Здесь просто какие-то маты мягкие. Я так понимаю, что сюда все, кто хочет заходить, не может. Там по записи телефон есть. Просто так не зайдешь.
Вот таким маршрутом можно двигаться в сторону Ирпеня по набережной от Романовки. Мы уже приближаемся к железной дороге. Вот для детей здесь куча развлечений всяких. Итак, для желающих покататься из Киева в Ирпень уже есть 11 километров пути, если проехать по новой дорожке, велодорожке из Киева и по набережной в один конец только. Я не могу ехать. То есть 11 километров в одну сторону, и это еще только начало пути. Я думаю, нормальный такой велоспортсмен может проехать 50-60 километров в день. Ну, даже не спортсмен, а вообще просто здоровый человек на хорошем велосипеде. Тем более, что здесь особых горок нету. Все по-ровному, ехать приятно. Вот мы приехали к началу набережной, к железнодорожному мосту. Welcome! Добро пожаловать на реку Ирпень. Вот, и дальше такой вот старый железнодорожный мост, по которому ездят поезда и электрички. Река, конечно, сейчас подзаросла тиной. Зато утки, я вижу уточку. Зато утки этому счастливы, я так понимаю. В Ряске они там выискивают себе еду. Хоть для кого-то это счастье. Река, конечно, не супер полноводная. С Днепром не сравнить, даже с Десной, там, с Кслом. Сильный грохот. Товарный поезд промчался в сторону Киева. А мы тем временем заехали на самую первую часть, которую сделали набережной, с вот этим вот металлическим мостиком красивеньким. По этому мостику можно переехать на ту сторону и там погулять в лесу. Можно потом проехать под лесом в сторону шлюза, в сторону Киевского моря. Вы знаете, что Ирпень впадает в Киевское море? У нас есть видео про Киевское море. И в селе, которое называется Казаровичи, там есть перекачивающая станция, потому что река Ирпень ниже уровнем, чем Киевское море, и ее туда закачивают, по сути дела. Она как бы не впадает, а вбрасывается в Киевское море. Вот, и здесь на реке Ирпень есть несколько шлюзов. Один из них у нас находится на 6-й линии. Сегодня я встречал людей вот здесь на набережной на велосипедах, которые спрашивали у меня, как проехать к шлюзу. И это говорит о том, что люди, которые катаются здесь, я так понимаю, они не местные, поскольку спрашивали, им интересно прокатиться именно вдоль реки, посмотреть на шлюз. Вот, они не поехали в центр сразу после набережной. А здесь уже оживленное движение, здесь жарят шашлыки, видите, какая популярная набережная очень. Ну да, здесь же пляж, и люди загорают до сих пор. Здесь, кстати, есть прокат велосипедов, есть прокат лодок, всяких кафе, кофе можно попить, мостики интересные. И мы вплотную сейчас подъехали к Дому писателей и к парку, к пляжу.
Ну и к парку Дома писателей, и к пляжу. Вот здесь писатели украинские, советские всякие любили покупаться раньше. Вот лодку можно взять на прокат вот такую вот и поплавать. Только куда плавать-то непонятно, поскольку ряска везде. Пляж со стационарными шезлонгами. На самом пляже ряску разогнали немножко, люди купаются все еще. А дальше все зеленое абсолютно. Сейчас мы здесь запустим дрон и посмотрим немножко сверху на эту реку. И дальше возникает вопрос, куда двигаться после набережной, куда теперь поехать, вдоль реки, в сторону шлюза, или по тихим улочкам покататься, или поехать в центр Ирпеня, вот сюда, мимо парка Дома писателей. Кстати, вот он, парк Дома писателей, здесь за забором. Там дальше я покажу, там основные ворота, по нему можно прокатиться, что мы сейчас и сделаем, а потом поедем все-таки в центр, туда, на центральную площадь, где красиво, где ухоженно, а по тихим улочкам можно будет покататься напоследок, если захотите. Вот здесь слева у нас появляется проходная Дома писателей по улице Стельмаха. Я не буду заезжать, смотрите, здесь можно через проходную пройти, не через ворота, а вот просто через калитку. А там есть такая аллея с деревянными статуями, на которых какие-то писатели как бы. В парк можно заехать велосипедом запросто. Машины, конечно, паркуются здесь вот рядом, вдоль дороги этой, вдоль улицы Стельмаха. А правда, заезда для велосипедовых колясок нету, поэтому мы будем запрыгивать на бордюр и спрыгивать. И сейчас узнаем, сколько стоит здесь американо с молоком. Здравствуйте. Добрий день. Сколько? З молочком, да? Да. Сколько будет стоить? 22. Так, 478. Спасибо большое. Кстати, на всем протяжении пути никакой особой торговли я не заметил. Единственное, что уже вот на набережной внизу, возле пляжа, уже почти возле Дома писателей, появляются там прокат и какие-то ларьки. А до этого, в принципе, если вы не взяли с собой воды, вам ее купить... А, вот я забыл, в Романовке. Только в Романовке вы сможете купить. Там есть магазинчик и скоро построят супермаркет. Ну, как скоро, через полгода. Ну, к следующему велосипедному сезону уже будет. Осень же ведь, скоро закончится наша лафа. Надо будет ехать в теплые края. Ну и мы продолжаем свой велосипедный маршрут. Теперь мы едем по парку, чтобы не ехать просто по улицам. По парку ехать гораздо приятнее. Здесь обычно работает фонтан посредине. Но сегодня почему-то, наверное, воду экономят или электричество. Этот парк всегда малолюдный. Здесь не очень много народа. Все предпочитают отдыхать либо на набережной, либо в других парках. Вот здесь у озера в левом углу
есть такой неофициальный выход из парка. У этого деревянного сортира соседского. С велосипедом здесь будет сложновато, но можно просочиться как-то. Вот мы выезжаем на тротуар улицы Подгорной, которая идет вдоль железной дороги и которая приведет нас в центр города. Если вы будете ехать в Ирпень на маршрутке, скажем, с Академгородка на маршрутке номер 392 или с Оболони на маршрутке номер 395, то вы приедете вот сюда на конечную остановку. И отсюда начнется ваш трип по Ирпеню. Ну и вы сможете сориентироваться, я вам покажу, запоминайте. Сейчас улица Антонова, на которой расположен торговый ряд вдоль железной дороги, приведет вас к подземному переходу на ту сторону, к площади Шевченко. Можно будет перейти в центр. Мы сейчас этот путь проделаем, проедем вдоль торгового ряда, перейдем по подземному переходу и выйдем к центральной площади. Вот привокзальная площадь со стороны СМУ. А вот он, подземный переход. Ну и вот отсюда можно начать путешествие по центру города. Сразу познакомиться со зданием вокзала 1904 года постройки. Это, видимо, самое древнее здание в Ирпене. Но, на мой взгляд, ничем не привлекательное, но, собственно, мне кажется, хорошо, если оно будет сохраняться в том виде, в котором было построено. Вот оно отреставрировано уже сейчас. И не надо его модернизировать. И так красиво, хорошо все. Вот, а теперь центральная площадь у нас впереди. И здесь вся интересность Ирпеня, в принципе, кроме природы. То есть в плане не архитектуры, а в плане цивилизации здесь самое цивилизованное место. Просто пешеходная площадь. Лавочки, фонтан. Конечно, кто хоть раз смотрел видео про Ирпень или что-нибудь слышал об Ирпене, всем показывают именно вот эту площадь с ее фонтанчиком, который бьет прямо с земли. Дети обожают этот фонтан, потому что можно бегать по нем, купаться в нем. Причем не рискуя утонуть. Но можно получить хорошую струю. Смотрите, дети прямо в восторге.
все, друзья, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился наш велосипедный маршрут от Новобеличей до центра Ирпеня по набережной, мимо спортивных площадок, мимо красивых мест реки Ирпень. Здесь есть еще много где побывать, но в одном видео все не охватишь. Поэтому на сегодня хватит. Всем до новых встреч. Пока-пока.